Представьте, темная ночь, прожекторы освещают границу, патрульные машины прочесывают местность. Вся территория усеяна камерами, датчиками движения, дронами. Казалось бы, пройти здесь невозможно, но вдруг Человек буквально летит через стену. Да, именно летит. Это не шутка. одни используют самодельные катапульты, другие — мощные тросовые рогатки. Есть даже те, кто арендует дельтапланы и парапланы. Главное — перелететь быстро и приземлиться без травм. Некоторые пытаются использовать даже воздушные шары и дроны большой грузоподъемности. Но не думайте, что это безумная авантюра без последствий. Многие, кто рискнул таким способом, получили серьезные травмы. Ломают ноги, руки, позвоночник. Пограничники уже давно знают об этом трюке и расставляют сети или усиливают патрули в зонах возможных приземлений. Еще более безумный метод — самолеты наркокартелей. Иногда мигрантов буквально закидывают в США как контрабанду. Маленькие самолеты взлетают в Мексике, пересекают границу на сверхнизкой высоте и выбрасывают людей в заранее оговоренном месте. Выглядит это жутко. Люди прыгают на полной скорости, иногда даже без парашютов. Кто-то скажет, зачем рисковать жизнью, почему не найти более безопасный путь, а он есть. Но далеко не для всех. Если человек не может лететь, он идет. Пешком по самой безжалостной местности Сонаранской пустыни. Это одно из самых жарких мест на планете. Температура днем поднимается выше 120 градусов по Фаренгейту. Земля настолько раскаленная, что обувь плавится. Ты идешь, а вокруг только песок и колючки. Ни тени, ни воды. Ночью становится не легче. Температура резко падает, а дикие животные выходят на охоту. Скорпионы, гремучие змеи, койоты. Но главный враг — жажда. Мигранты берут с собой пластиковые бутылки, но этого недостаточно. Вода быстро заканчивается, и тогда начинается кошмар. Сильнейшее обезвоживание. Тело отказывается идти, мысли путаются. Кто-то начинает видеть миражи, другие просто падают и не встают. Каждый год в этой пустыне находят сотни тел. Многие так и остаются безымянными. Их называют призраками пустыни. Пограничники патрулируют эти места не только ради задержаний. Они спасают людей от неминуемой смерти. Но есть те, кто знает, как пройти пустыню и выжить. Они двигаются строго по ночам, прячутся в тени скал, оставляют следы в песке так, чтобы сбить с толку преследователей. А главное, они идут не одни. Их ведут люди, которых называют койотами. Что если я скажу вам, что под границей прорыта целая сеть тоннелей? Пока одни пытаются пересечь границу пешком, другие спускаются под землю. Эти тоннели — настоящие произведения инженерного искусства. Некоторые оборудованы освещением, вентиляцией, даже рельсами для тележек. Первоначально их строили наркокартели для контрабанды наркотиков, но вскоре они стали использоваться и для перевозки людей. Тоннели могут тянуться на сотни ярдов, соединяя склады в Мексике с подвалами зданий в США. Попасть туда сложно. За право воспользоваться тоннелем приходится платить огромные деньги. Но даже это не гарантирует безопасность. Многие тоннели плохо укреплены и могут обрушиться в любой момент. Плюс пограничники давно научились находить эти подземные проходы. Они используют датчики вибраций, георадары и даже роботов. Но если тоннели закрывают, люди ищут новые способы. Некоторые спускаются еще глубже, в городские канализации, водопроводные системы. Другие идут по более доступным маршрутам, пусть и более опасным. Например, по реке, которая разделяет две страны. Рио-Гранде — одно из самых коварных мест на границе, с виду обычная река. Но на самом деле это смертельная ловушка. Течение здесь сильное. Вода мутная, с быстрыми водоворотами. Глубина в некоторых местах достигает 20 футов. Если не знаешь, где переходить, можешь утонуть за считанные минуты. Мигранты используют самодельные плоты, надувные камеры от автомобилей, даже пластиковые бутылки, связанные между собой. Некоторые пытаются просто плыть. Но даже если удается достичь берега, это не значит, что опасность миновала. На другом берегу их могут ждать пограничники, охотники за головами или бандиты, которые промышляют ограблениями. Но есть один способ пересечь границу так, чтобы никто даже не заметил. Как же пройти границу и остаться незамеченным? Во-первых, нужно понимать, как работают пограничные службы. Они используют датчики движения, тепловизоры, патрули с собаками. Дроны летают над всей границей, фиксируя даже малейшие движения. Значит, главное правило — не оставлять следов. Опытные мигранты ходят задом наперед, чтобы сбить с толку пограничников. Некоторые надевают специальные накладки на обувь, чтобы их следы выглядели как следы животных. Днем они прячутся, двигаются только ночью. Часто накрываются тепловыми одеялами, чтобы скрыться от инфракрасных камер. Некоторые используют лазерные указки, чтобы ослеплять камеры наблюдения. Есть даже хитрые тактики с перевоплощением. Например, некоторые переодеваются в дорожных рабочих и спокойно переходят через контрольно-пропускные пункты. А кто-то делает вид, что просто заблудился и случайно оказался на американской стороне. Но даже если удалось пересечь границу, впереди еще более сложный этап — не попасться в первые дни. Пока одни рискуют жизнью, другие пересекают границу с комфортом.
Да, у богатых свои методы. Самый простой способ — купить визу. Конечно, официально мигрантской визы не существует, но есть лазейки. Например, туристическая виза. Люди прилетают в США, а потом просто остаются. Кто-то даже заключает фиктивный брак с гражданином или гражданкой США. Другой вариант — коррупция. Есть случаи, когда влиятельные люди просто подкупают пограничников или получают фальшивые документы, которые позволяют им легально въехать в страну. Но самый элитный способ — частные самолеты и яхты. Богатые нелегалы просто прилетают на частном джете, а в документах у них уже стоит поддельный статус. Но если у тебя нет миллионов, приходится идти более рискованными путями. Например, довериться койотам. Койоты не животные. Так называют проводников, которые за деньги помогают людям пересечь границу. Это целая индустрия, в которой замешаны большие деньги и опасные люди. Услуги койота стоят дорого. За переход через границу можно заплатить сумму, равную нескольким годам работы в родной стране. Но даже это не гарантирует успех. Иногда койоты работают в связке с картелями. Если мигрант не заплатил до конца, его могут просто продать в рабство или заставить работать на наркоторговцев. Но самое страшное — это ловушки, которые ждут на пути. Граница США, это не просто забор или стена. Это огромная территория, полная смертельных опасностей. Песчаные бури, которые за считанные минуты могут погрести человека под толщей песка. Ядовитые змеи и скорпионы, которые прячутся среди камней. Есть даже места, где земля буквально всасывает человека. Зыбучие пески. Некоторые территории заминированы. Старые мины времен военных учений все еще могут взрываться. А еще есть искусственные ловушки, скрытые ямы, установленные контрабандистами, чтобы ловить непрошенных гостей. Но даже если удалось избежать всех смертельных преград, впереди может ждать другой враг — военные зоны. Есть территории, куда не пускают даже местных жителей. Это зоны, где тестируют секретные технологии, военные базы, объекты, которых нет на картах. В некоторых местах стоят лазерные датчики движения, которые срабатывают, если кто-то пересекает невидимую черту. Другие зоны охраняются вооруженными дронами, которые патрулируют территорию. Но самое опасное — это полигоны, где проходят военные учения. Люди, случайно попавшие туда, могут оказаться под обстрелом или в зоне взрывов. Но даже передовые технологии не могут остановить тех, кто готов на все ради мечты. Сегодня границу США охраняют не только люди, но и машины. Ты идешь ночью, думая, что тебя никто не видит, но на самом деле камера с тепловизором уже зафиксировала твое движение. Где-то в штабе система искусственного интеллекта анализирует твои шаги и передает координаты ближайшему патрулю. Дроны, робособаки, сенсоры движения — все это работает как единая система. В некоторых местах даже используют биометрические сканеры, которые проверяют лица людей прямо на границе. Но люди все равно находят способы обмануть машины. Например, используют специальные одеяла, которые скрывают тепло тела. Или перемещаются в группах животных, чтобы спутать тепловизоры. Но даже если удалось обойти технологии, самое сложное — остаться незамеченным после пересечения границы. Не все, кто решается пересечь границу, доходят до цели. Но те, кому удается выжить, рассказывают невероятные истории. Один из таких случаев — мужчина, который потерялся в пустыне. Воды не было, температура зашкаливала, силы кончались. Он был уверен, что это его последние часы. Но вдруг он увидел следы. Чьи-то ноги оставили четкие отпечатки в песке. Он пошел за ними, даже не зная, куда они ведут. Через несколько часов он наткнулся на заброшенную хижину, где осталась старая пластиковая канистра с водой. Именно это спасло ему жизнь. Другой случай — женщина, которая 3 дня скрывалась от пограничников в кустах, без еды, без воды, с искусанными ногами. Когда силы уже покидали ее, она решила сдаться, вышла к дороге. Но оказалось, что это была группа таких же мигрантов, которые помогли ей добраться до безопасного места. Но не все истории заканчиваются счастливо. Многие остаются в пустыне навсегда. Другие попадают в руки полиции или криминальных группировок. И все это ради одной мечты — попасть в США. Но стоит ли эта мечта таких жертв? Мало кто знает, но у нелегалов есть свои карты. Это не обычные карты, которые можно купить в магазине. Это схемы маршрутов, передаваемые из уст в уста. Существует несколько проверенных путей. Одни ведут через горные перевалы, другие — по старым заброшенным железным дорогам. Есть даже маршруты, которые проходят через индейские резервации, где полиция практически не появляется. Главное правило — не идти по очевидным тропам. Пограничники знают о самых популярных маршрутах и устанавливают там засады. Именно поэтому койоты часто меняют дороги, выбирая менее предсказуемые направления. Но даже если удалось найти безопасный путь, следующая проблема — деньги. Пересечь границу — это дорого. Люди продают дома, берут кредиты, занимают деньги у родственников. Средняя цена перехода от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Все зависит от маршрута, условий и проводника. Чем безопаснее, тем дороже.
Но есть нюанс. Даже если человек заплатил, это не значит, что его доведут до конца. Иногда мигрантов бросают в пути и требуют дополнительных денег или даже продают в рабство. Но даже если ты прошел все это, впереди еще одно испытание – жизнь в новой стране. Многие думают, что если ты пересек границу, все, ты в безопасности. На самом деле это только начало сложного пути. Миф первый. В США всех нелегалов сразу депортируют. Нет, многие живут годами, скрываясь от властей. Миф второй. Если добраться до крупного города, тебя никто не найдет. На деле полиция и миграционная служба постоянно проводят рейды, выявляя нелегалов на работах и в общественных местах. Миф третий. В Америке все сразу получают хорошую работу. На самом деле, многие нелегалы работают на самых тяжелых и низкооплачиваемых работах. Без документов они не могут устроиться официально, а значит, их легко обмануть. Но даже те, кто прошел через все это, сталкиваются с другой проблемой. Что делать дальше? Вот ты пересек границу, ты в США. Что теперь? Первое. Найти жилье. Многие нелегалы ютятся в подвалах, на заброшенных стройках или у дальних родственников. Второе – работа. Без документов сложно найти что-то нормальное. Чаще всего это уборка, работа на стройке, сельское хозяйство. Зарплата минимальная, но выбора нет. Третье – страх. Постоянный страх быть пойманным. Каждый полицейский, каждая проверка документов – это риск депортации. И все это ради лучшей жизни. Но надолго ли она останется лучше? С каждым годом пересечь границу становится сложнее. США инвестируют миллиарды в технологии слежки. Разрабатываются новые датчики, камеры, роботы. В будущем, возможно, границу будет охранять полностью автоматизированная система. Без пограничников, но с тысячами камер и датчиков. Некоторые говорят, что скоро пересечь границу станет невозможно. Но практика показывает, что люди всегда находят способы. Граница — это всего лишь преграда. Но когда у человека есть мечта, он готов на все, чтобы ее достичь. Если граница США и Мексики смертельно опасна из-за пустынь и рек, то граница между Северной и Южной Кореей – это настоящий военный ад. Демилитаризованная зона, или ДМЗ, это узкая полоса земли шириной в 2,5 мили, разделяющая две Кореи. На первый взгляд, просто пустая местность. Но на самом деле это одно из самых милитаризованных мест в мире. Здесь установлены мины, спрятаны пулеметные гнезда, стоят снайперы. Любое движение, и тебя могут расстрелять без предупреждения. Камеры фиксируют каждое изменение в ландшафте. Бежать из Северной Кореи почти безнадежное дело. Но даже среди смертельных ловушек есть те, кто находит лазейки. Некоторые северокорейцы перебегают границу в дождь, когда сенсоры работают хуже. Другие используют тоннели, которые копали еще военные в прошлом веке. Но если удалось выбраться из Северной Кореи, это не значит, что опасности закончились. Граница между Афганистаном и Пакистаном – это не просто линия на карте, то есть это территория, где действуют боевики, террористические группировки и контрабандисты. Здесь нет четких пограничных постов. В горах люди пересекают границу, даже не зная, что уже находится в другой стране. Но главный риск – это вооруженные банды, которые контролируют эти территории. Некоторые афганцы бегут в Пакистан, спасаясь от войны. Но по дороге их могут похитить, убить или заставить работать на преступные группировки. Есть и другой путь – через Иран, но там своя опасность. В пустынях Ирана многие беглецы умирают от жажды или попадают в руки пограничников, которые не церемонятся с нарушителями. Граница между Индией и Бангладеш – это одна из самых милитаризованных границ в Азии. По всей протяженности установлены заборы с колючей проволокой, а пограничники имеют право стрелять без предупреждения. Почему люди рискуют? Все просто. Многие бангладешцы хотят перебраться в Индию в поисках лучшей жизни. Уровень бедности в Бангладеш настолько высокий, что даже опасность быть убитым не останавливает людей. Они пытаются перелезть через забор, подкопать под ним тоннели или даже использовать плотины во время сезона дождей, чтобы переплыть границу по затопленным территориям. Но если их поймают, последствия могут быть страшными. Индийские военные известны своей жестокостью к нелегальным мигрантам. Граница между Израилем и Палестиной – это не просто линия раздела. Это место, где каждый день идут столкновения, выстрелы, взрывы. Израиль построил стену высотой в 25 футов, чтобы защититься от нападений. Но палестинцы постоянно пытаются ее преодолеть. Кто-то копает тоннели, кто-то пробирается через пропуски в заборе, а кто-то пытается пересечь границу под видом рабочих. Здесь пересечение границы — это не просто нелегальный переход, это вопрос жизни и смерти. Если тебя заметят, могут не просто арестовать, но и расстрелять. Но, несмотря на все преграды, люди продолжают пытаться. Кто бы мог подумать, что граница между Россией и Норвегией тоже может быть смертельно опасной.
Суровый климат, минусовые температуры, ледяные реки – все это делает побег через эту границу настоящим испытанием. Некоторые бегут через леса и замерзают в снегах. Другие пытаются пересечь границу на велосипедах, потому что пешком это запрещено по закону. Зимой здесь можно наткнуться на медведей или просто умереть от холода. А если попадешься российским пограничникам, последствия могут быть самыми жесткими. Но даже этот ледяной ад не останавливает людей, которые готовы на все ради новой жизни.